Добрый день, дорогие мои. Вот сегодня я вашему вниманию представлю вот такой вот манжет. Смотрите. Вот этот манжет мы с вами будем использовать для оформления низа рукава платья. Вот он сделан из уже двух знакомых нам с вами элементов. Первый элемент это вот этот вот цветочек, да, и второй элемент это вот эта вот лента. Для начала нам с вами нужно определиться с размером манжета. То есть вам нужно измерить объем руки, который у вас есть, чтобы вы видели, сколько вот по кругу сантиметров вам нужно. Исходя из этого, нужно связать вот такую вот ленту из цветочков. У меня получилось, что на мой объем руки достаточно 7 цветочков. Нам нужно с вами сделать вот эту вот ленту, которая будет присоединяться с помощью вот этих вот столбиков, будет присоединяться к цветочкам. Ленту мы с вами тоже вязали. Единственное, что я вам сейчас покажу, как правильно рассчитать размер ленты. Вот смотрите, вот у нас раппорт. Вот я сейчас ногтиком вот сюда поставлю и вот сюда. И смотрите, это у нас раппорт узора. Это у нас получается на один цветочек у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Вот видите? Вот у нас конец раппорта. И вот у нас с вами 8 столбиков, которые приходятся на один цветочек. Итак, получается, если у нас с вами 8 цветочков, да? Если у нас с вами 8 столбиков на один цветочек, значит 8 столбиков это 16 вот этих вот петелечек, к которым столбики крепятся. Это значит 16 боковых петелек. Если у нас 16 боковых петелек с одной стороны, то 16 и с другой стороны. Значит, всего их 32 петельки. Да? 32 петельки. То есть на один раппорт узора у нас получается 32 петельки. 32 петельки на нашем шнуре гусенички. Значит, 32 петли на гусеничке. На один цветок. На один цветок. Соответственно, если у нас с вами 7 цветков, значит мы что делаем? Мы 7 цветков умножаем на 32 петли и получаем в результате 224 столбика без накида нам нужно с вами провязать. То есть вот эту вот шнур гусеничка, вот этот вот шнур гусеничка должен состоять из 224 столбиков без накида. Делаем первую петлю. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка делаем столбик без накида. Сделали. Поворачиваем. И вот в эту вот петелечку делаем второй столбик без накида. Поворачиваем. И уже третий столбик без накида. У нас хорошо должно быть видно вот эти вот 2 боковые петелечки, в которые мы делаем третий столбик без накида. Снова поворачиваем вот так. И в четвертый столбик делаем опять под 2 петельки, которые хорошо видно сбоку. Вот. Дальше уже легко и просто мы видим вот эти 2 боковые петелечки, поворачиваем и каждый раз делаем столбик без накида под 2 боковые петельки. И итого вяжем
как мы там с вами посчитали, 224 столбика без накида. Вот наш шнур-гусеничка из 224 столбик. Теперь смотрите, этот шнур-гусеничку нужно аккуратно соединить в кольцо. То есть проведите так, чтобы не перепутать и не перекрутить его, и соедините его в кольцо. Для того, чтобы соединить этот шнур-гусеничку в колечко для манжета, мы хвостик ниточки, начало работы, вдеваем в иголочку. И теперь, вот когда мы соединили вот эти вот хвостики, мы просто берем и аккуратненько протягиваем вот этот вот хвостик иголочки под эти вот петельки нашего шнура гусенички, просто для того, чтобы закрепить. И закрепим наш хвостик и соединим в колечко уже нашу гусеничку. Вот мы подготавливаем основу манжета. И хвостик просто обрезаем близко. Теперь нам нужно обвязать шнурок простой обвязкой, которая состоит из глухих петель или соединительных и воздушных. Вот, сделали соединительную петлю, сделали воздушную. В следующую петлю сделали соединительную и воздушную. Снова в следующую петлю соединительную, сразу же протягиваем, и воздушную. И вот таким образом мы с вами провязываем по всему периметру нашего полученного колечка. Продолжаем. Соединительная, воздушная, следующую петлю опять соединительная, воздушная, следующую петлю соединительная, воздушная. И вот, наверное, еще вот сюда можно одну сделать. И все. Теперь смотрите, нам нужно перейти на вязание по другой стороне. Это у нас сторона все равно остается лицевой. Ниточку вот сюда вниз берем, переводим и поворачиваем к себе вот так вот это вот изделие. Вот где мы вязали по лицу, там у нас лицо и будет. Вот на этом соединении мы просто с вами повернули. И теперь с этой стороны шнура мы будем вязать вот эти вот столбики. Вот эти вот столбики мы будем вязать с другой стороны шнура. Вот связываем столбик из 3 воздушных петель. Делаем столбик с одним накидом в следующую петлю. Так, что-то тут плохо видно. Вот когда плотно вяжете, может быть проблема с петелькой. Вот нашли петельку и делаем в нее столбик с одним накидом. И делаем обвитие 5 пар виточков вокруг этого столбика. 2, 3, 4 и 5. Протягиваем ниточку через все виточки. Вот. В следующую петлю вводим крючок, протягиваем нитку. И в следующую петлю вводим крючок и протягиваем нитку через обе петли на крючке. Вот это у нас так связан один столбик. И делаем 1, 2, 3. Вот так вот петли. И у нас с вами опять получился столбик из воздушных петель, который мы снова будем обвивать 5 парами витков. 1, 2, спереди подняли, сзади 3, спереди подняли, обвели сзади 4 и 5. И снова протягиваем ниточку
через все петли на крючке. Вот, крючок вводим в следующую петлю, делаем соединительную 1 и в следующую петлю протягиваем крючок через обе петли и снова 1, 2 и 3 через обе. И вот таких вот столбиков обвитых мы должны с вами провязать по периметру всего нашего вот колечка манжета. Итак, мы с вами закончили ряд и просто соединяем после последнего столбика обвитого, просто делаем соединительную петлю и закрепляем ее. Теперь нам нужно сделать 5, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И закрепляем через 2 столбика. Вот пропускаем 1, 2 и между столбиками вводим крючок и делаем столбик без накида. Вот так. И дальше делаем снова 1, 2, 3, 4, 5. И снова через 2 петли эту арочку закрепляем. Ой, через 2 столбика. И таким образом продолжаем вязать по всему кругу до начала. Итак, мы с вами закончили ряд арочек. Вот видите, мы довязали с вами все вот арочки. И теперь мы будем делать заключительную обвязку арочек. И при этом будем соединять во время обвязки 2 вот этих элемента. То есть во время обвязки нам нужно соединить вот эту вот ленту и вот эти вот цветочки. Итак, давайте посмотрим, что мы будем делать. Значит, сначала под арочку, вот у нас арочка первая, мы под нее провязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Вот сделали. Теперь смотрите, здесь у нас наверху должно быть пико. Значит, мы делаем первую петлю воздушную. Теперь смотрите, берем в руки наши цветочки. И вот здесь у нас вот пико. Берем и вот так вот цветочек держим к себе изнаночной стороной и вводим крючок с изнаночной стороны под пико на цветочке. И выполняем столбик без накида в пико цветочка. Делаем еще одну воздушную петлю, поворачиваем к себе, берем так, чтобы у нас в руках оказалась опять лента, и делаем 3 столбика без накида под арочку. 1, 2, 3. Вот мы с вами соединили пико на цветочке и на ленте. Следующая арочка точно так же провязываем сначала 3, 1, 2, 3 столбика без накида. Провязываем еще одну петлю, поворачиваем так, чтобы мы могли взять цветочек, и вводим крючок в пико цветочка вот сюда и провязываем столбик без накида под цветочек, под пико цветочка. После столбика делаем одну воздушную петлю и снова поворачиваем так, чтобы у нас была в руках лента. И вот сюда под арочку
делаем 3 столбика. 1, 2 и третий столбик без накида. Вот вторая арочка у нас готова. И второй арочкой мы соединили второй лепесток. Дальше третья арочка. Точно так же сначала делаем 3 столбика без накида. Вот, готово. Теперь берем так, чтобы у нас в руках оказалась вот эта вот часть цветочка, которая соединена между собой вот этими вот пико листики. И начинаем вязать столбик с 4 накидами. 3 раза делаем накид на крючок, вводим крючок под соединение лепесточков и начинаем провязывать вот этот вот длинный столбик с 4 накидами. 3 и 4 провязали, поворачиваем так, чтобы у нас было видно нашу ленточку, и снова делаем 3 столбика под арочку. 1, 2, 3. Вот арочку закончили. Следующую арочку делаем снова 3 столбика. 1, 2, 3. Сделали. Теперь поворачиваем так, чтобы взять в руки цветочек. И опять вот это вот место соединения лепестков. И снова делаем еще один столбик с 4 накидами. Вот смотрите, 4 накида сделали на крючок. Крючок вводим между лепестками цветков и начинаем провязывать столбик с 4 накидами под соединение лепестков. Вот провязали столбик с 4 накидами. Снова поворачиваем так, чтобы взять в руки ленту. И снова заканчиваем арочку обвязкой из 3 столбиков. 2 и 3. Давайте теперь посмотрим, что получилось. Вот это вот как раз мы с вами провязали раппорт соединения. Вот смотрите. Здесь мы соединяли просто столбиком без накида и здесь столбиком без накида. А вот эту арочку мы соединяли столбиком с 4 накидами и это столбик с 4 накидами. Дальше продолжаем вязать аналогично. Каждый цветочек точно так же соединяем. И вот таким образом продолжайте вязать аналогично до конца ряда, пока у вас лента и цветок не соединятся. Если вы правильно рассчитали размер вашей ленточки, то как раз таки все должно совпасть. Итак, делаем прикрепление между последними цветочками. 4 накида и делаем столбик между лепестками. Между лепестками. И вот у нас остается еще 2 арочки здесь. Вот здесь делаем 3 столбика без накида. 2, 3. Вот теперь вот у нас остается еще одна арочка в конце,
круга сюда. Также провязываем 1, 2, 3 столбика. И делаем завершающий, вот еще один столбик с 4 накидами между цветочками. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 накида. Вводим крючок между цветочками, да, видно где? Вот, между цветочками. И провязываем последовательно по 2 петельки, пока не сделаем весь столбик. Итак, вот столбик готов. И вот мы с вами добираемся, вот смотрите, до конца ряда. И здесь уже остается нам сделать 3 столбика без накида. 2, 3. Вот, ура, 3. Все, вот на этом этапе мы уже заканчиваем. Это у нас уже вот конец ряда. И как раз мы сомкнули нашу обвязочку. Теперь ниточку, что у нас тут осталось, обрезаем сантиметров 20 и просто протягиваем ее через последнюю петельку. Тот хвостик, который у нас остался, мы его заправляем в иголочку и закрепляем. Вот такие 2 манжета у нас с вами в результате получились. Вот, из 7 цветочков, которые мы с вами будем оформлять низ рукава. Желаю вам творческих успехов, а я пойду доделывать рукава на своем платье.